Компания Razer, купившая производителя смартфонов NextBit, выпустила новый, теперь уже собственный смартфон, так и назвали Razer Phone. NextBit был маленьким стартапом, создав облачный смартфон, который действительно отличался от остальных и был совсем неплохим устройством, разве что не особо быстрым. В Razer Phone NextBit Robin узнается очень сильно. Он такой же угловатый, кнопка-сканер справа есть. Дизайн у новинки неплохой. Понятно, что это не iPhone какой-нибудь или Galaxy для девочки в розовом. Данное устройство разрабатывалось с упором на геймеров и общий стиль Razer, и поставленная задача была выполнена. Razer Phone действительно классно смотрится. Телефон большой, как и его рамки. Этого никто и не скрывает. По габаритам это что-то среднее между Galaxy Note 8 и iPhone 8 Plus. Но в толщину всего 8 мм. Хотя кто сейчас следит за толщиной? Давно ли хоть к одному телефону были претензии? А вот важный вопрос, зачем сделали такие рамки, присутствует. Во-первых, из-за динамиков, во-вторых, чтобы было удобно держать при игре. Корпус здесь алюминиевый, внизу Type-C 1.0, сверху микрофон, справа кнопка питания, совмещенная со сканером отпечатка пальца, слева клавиши громкости. Что интересно, они расположены ровно по центру рамки. Не сказать, что это очень удобно, но эстетики добавляет. Плюс телефон большой, поэтому в принципе терпимо. Единственная претензия к дизайну — нет влагозащиты. Дальше, на задней части разместились две камеры и вспышка, а также огромный логотип Razer. В США, кстати, будет выпущена лимитированная версия смартфона с зеленым логотипом. Жаль только, что не светится. Делов-то сделать. Фу. Возвращаемся к смартфону. Спереди 5,7-дюймовый дисплей, прикрытый стеклом Gorilla Glass 3, но с хорошим олеофобным покрытием. Почему третья Gorilla? Потому что царапается не так сильно. Известный факт, но по прочности хуже. Огромные стереодинамики сверху и снизу никуда не делись, ну и наконец фронталка. Рядом с ней расположился вырез, где спрятаны датчики приближения и освещенности. Razer Phone имеет следующие характеристики. Quad HD дисплей, Qualcomm Snapdragon 835, 8 гигабайт оперативной памяти типа LPDDR4, 64 гигабайта встроенной памяти UFS 2.1 и батарея на 4000 мАч. Есть, конечно, и NFC, Android Pay работает. В лотке для SIM присутствует также место и под карточку microSD до 2 терабайт. А она пригодится, так как других вариантов памяти здесь нет, 64 гигабайта. И все. Характеристики более чем флагманские, поэтому смартфон работает очень быстро. Его главная фишка — Ultra Motion дисплей со 120 герцовой разверткой. Смартфон от Razer первый в мире с таким дисплеем. И это ох как круто. Что все это означает? 120 Гц — это просто невероятная плавность. Не только в играх, но и в системе. Если вы держали iPad Pro 10.5, то понимаете, о чем я говорю. После Razer Phone все остальные телефоны не быстрые и не плавные. Такую матрицу для Razer сделали Sharp. Это IPS XO. Углы обзора, цвета, все на высшем уровне. Среди мобильных устройств на сегодня это лучший IPS-экран. Очень глубокий черный, отличная цветопередача. И единственная небольшая претензия — маленькая яркость. Но все равно экран очень хороший, видео смотреть просто невероятно круто. Razer Phone работает на голом Android 7.1.1. Oreo обещают в начале 2018, но даже на Нуге новинка работает так же быстро, как второй Pixel. А это означает, что разработчики постарались на славу. Кроме того, вкупе со 120-герцовым дисплеем Razer Phone ощущается быстрее остальных смартфонов, включая тот же Pixel. Такую плавность и скорость можно было лицезреть только на iPad Pro 10.5, но сравнивать Android-телефон с планшетом от Apple, как-то не особенно корректно. Что интересного есть в почти чистом Android 7.1? Лаунчер и темы. Здесь установлена специально разработанная для Razer версия новый лаунчер. Это приятно, учитывая, что настраивать ее можно вдоль и поперек, плюс OK Google и страницы с Google Now работают. Темы можно ставить какие угодно, стандартная в зеленых тонах, выглядит неплохо. Немного переделали настройки, добавив сюда пару пунктов с отправкой статистики в Razer и с жестами. Среди сторонних приложений, помимо новой и тем, есть также чуть измененное приложение часов, фирменное приложение камеры, о котором мы еще поговорим, и Game Booster. Данное приложение позволяет оптимизировать игры. Казалось бы, зачем что-то оптимизировать для Snapdragon 835 и 8 гигабайт оперативки. Но Razer настаивают. В приложении можно выбрать режимы, установить более производительный или наоборот сберегающий, либо все автоматом. В общем, к утилите инструкции читать не нужно, и так понятно, как она работает. Что насчет игр? Первым делом, еще во время презентации, многие подумали: чего, какой еще игровой смартфон? Игры на смартфонах умерли, не успев родиться. По большому счету так и есть, но не все настолько плохо. Для Razer Phone будут эксклюзивы и вполне годные, куда без специальной версии Final Fantasy. Даже интересно поиграть, попробовать. Но самое мощное, что представили — мобильная версия PlayerUnknown's Battleground. Возродим мобильный гейминг, что ли? Нет, конечно. Вы верите, что будет много желающих в это поиграть на телефоне?
Посмотрим, но вряд ли. А вообще с играми проблем никаких. Не все идут в 60 FPS, просто не все оптимизированы, но даже те, что оптимизированы и поддерживают такую частоту, часто опускаются до 30 кадров. Но если это заметно в цифрах, то в реальности нет. Любые игры здесь отлично выглядят и ощущаются. Немаловажно также отметить нагрев и тротлинг. Что в Antutu, что в Geekbench смартфон набирает примерно как iPhone 10. Результат большой. Подытожить можно так. Не греется, игры идут все прекрасно, экран позволяет действительно насладиться как играми, как видео, так и просто использованием системы. Что насчет тротлинга? При пятом подряд прогоне Antutu смартфон лишь слегка нагрелся, а результат изменился на 1000 баллов, то есть можно сказать, что тротлинга здесь практически нет. Звук. Динамики здесь большие, и на сегодня это самый громкий мобильный телефон, потому что играет он в половину громкости от MacBook. Да, если смотреть на них с профессиональной точки зрения, то звук в чем-то глуховатый, не самый идеальный, но это однозначно лучший мобильный звук на сегодня. Razer Phone соответствует стандарту Dolby Atmos и сертификации THX. Кроме того, есть одноименное приложение Dolby. Для настройки звука можно отрегулировать под себя. Наушники можно подключить только с помощью переходника Type-C Mini Jack, который идет в комплекте. Внутри устройства установлен Hi-Fi ЦАП с поддержкой аудио 24 бита и 192 кГц. Поэтому любителям lossless музыки смартфон тоже должен понравиться. Звук отличный на уровне Meizu Pro 7, по запасу громкости все хорошо, во всем остальном также вопросов нет. Отлично все, друзья. Автономность и зарядка. Батарея у Razer Phone хорошая, 4000 мАч. Хватает его на весь день, вытягивает 8-9 часов экрана, и это прям круто. То есть при совсем умеренном использовании может хватить и на 2 дня. Ну ладно, нет, на 1,5. В играх часа на 4 хватает, можно вытянуть и 5-6, если подубавить яркость и играть в наушниках. Камеры. Сзади их две. 12-мегапиксельные модули, один глазок теле, второй широкоугольный, диафрагма 2.6 и 1.8. К сожалению, камера здесь очень так себе. Все, что показали на презентации, правды не оказалось. Снимает прям плохо. Что фото, что видео, что на основную камеру, что на фронтальную. Днем, конечно, можно вытянуть неплохие фотографии, но при недостаточном освещении становится грустно. Да и приложение камеры тормозит. Остается ждать 2018 года, когда выйдет обновление приложения, где будет и нормальный портретный режим, и куча других фишек, которые Razer заявили на презентации на будущее. А эта компания свое слово обычно держит. Зарядка. Это помимо первого в мире телефона с Ultra Motion дисплеем, еще и первый мобильный гаджет с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Опять же, Razer договорились с Qualcomm на такой эксклюзив. Батарея на 4000 мАч комплектное зарядное устройство заряжает за час с небольшим. И при этом за 30 минут устройство заряжается на 70%. Результат крайне хороший, и это очевидно. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет. Вот это небольшой минус. Последнее, о чем можно рассказать, сети LTE. Все 4 российских бенда присутствуют как в европейской, так и в американской моделях устройства. Поэтому где брать его, разницы нет. Стоимость. Razer Phone продается только в черном цвете и только с объемом памяти 64 гигабайта. В Европе 750 евро, в США 700 баксов. Ценник довольно демократичный для такого гаджета. К смартфону есть и официальные аксессуары. Наушники Razer Hammerhead BT, а также пластиковый чехол и силиконовый чехол. Выводы. Такой ли уж это игровой смартфон? На самом деле нет. Кто будет залипать в телефон, когда есть Nintendo Switch? Это во-первых. Во-вторых, все игры, которые были представлены, станут единственными эксклюзивами. Больше ничего не покажут и не выпустят наверняка. Так что это не игровой смартфон. А вот то, что это хороший смартфон для потребления медиа, то, что это флагманский смартфон, определенно да. Он действительно хорош без всяких там игр. Razer постарались и впихнули действительно хороший дисплей от Sharp. Самые громкие динамики. Разработчики постарались и оптимизировали систему до уровня Google Pixel, а что будет, когда выйдет Android 8.0, а он скоро выйдет. Небольшой эксклюзивчик от Qualcomm и самая быстрая зарядка. Основа от NextBit. В общем, чем не смартфон года. К покупке однозначно рекомендуется, но только после апдейта софта камеры, потому что сейчас непонятно, хороша она или плоха. Держали iPad Pro 10.5, тогда вы... Отличная яркость. Холодновато здесь. И что-то цвета, углы обзора